Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и, конечно же, нашими традиционными по средам встречами с Костем Бондаренко в прямом эфире. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Константин Петрович, мы так пару слов обмолвились перед самым началом трансляции. Правда, несется необыкновенное. Просто, судя по последним публикациям, последних 2 часов, это вообще что-то с чем-то. Будем все разбирать. Знаете, единственное, что привкус такой остался, какой-то такой, это что получается? Надо было взять за зеленую задницу, надо было взять крепко, понимаете, по воровству. И Стамбул-2 уже не такой плохой, и Украинская православная церковь, и русский язык, и, в общем, и сокращение армии, и все вроде как нормально. Как-то, знаете, какой-то такой... И все это за счет того, что украли деньги, понимаете? Вот такие впечатления от последних 2 часов, лично у меня, как у вас. Иногда ткнуть носом в сделанное, помогает очень эффективно. Знаете, те, у кого дома кошки, они знают, о чем я. Так что в данной ситуации Зеленскому фактически действительно поставили на вид. Причем он на самом деле, с июля месяца, он готовился к тому, что может произойти подобного рода неприятность. Он не оценивал масштаб этой неприятности. Он считал, что можно купировать угрозу. Почему было предпринято действие, направленное на то, чтобы подчинить себе НАБУ? Почему были приняты эти действия, которые привели потом к картонному Майдану? Изымались сервера, вычищались информация с серверов, проводились обыски и аресты среди детективов в НАБУ. Были попытки полностью подчинить НАБУ своему влиянию, не получилось. Потом было томительное ожидание того, всплывут или не всплывут пленки Миндича. Знали, что там писали все-таки. Всплывут или не всплывут. Не всплывали некоторое время. Потом решили, что эти пленки у Федора Христенко в Дубае, посылали Поклада специально с миссией, ты же как-то там нейтрализуй эту ситуацию. Поклад отчитался, что вот вам Христенко, без пленок, правда, но он живой и здоровый, пожалуйста, в камере. Покладу дали Героя Украины 1 октября, решили, что все, дело сделано, пронесло. А оно не пронесло. Оказалось, что пленки существуют, фигурируют и, соответственно, фигурируют как один из элементов давления. И на пленках фигурируют очень и очень известные люди. Один близкий друг президента, второй кум президента и так далее, и так далее. Да, мы будем разбирать эту всю ситуацию. Это так, первое впечатление. Друзья, спасибо большое, что вы тоже делитесь своими первыми впечатлениями. Чат трансляции к вашим услугам. Также в сообществе YouTube уже там просто бесчисленное количество вопросов, мнений. Сразу могу извиниться, что все не войдут, но тем не менее спасибо, что пишете, что высказываетесь. Посмотрел все, например, да, но, понятно, в конце эфира не получится. Чтобы никого не дожидаться, есть QR-код, который на экране, это возможность написать на экране, что вы хотите, и поддержать канал одновременно. Всем большое спасибо за суперчаты, суперстикеры. Всех приглашаю подписаться также на канал Костя Бондаренко в Telegram и на YouTube. Я думаю, что это очень полезно сделать, потому что мы переступаем черту, просто такого необыкновенного, такого круговерти необыкновенной событий, да, коловорота, как по-украински говорят, закрутит сейчас вообще просто. Поэтому давайте оставаться на связи, будем пытаться с чувством, с толком, с расстановкой все препарировать. Начнем наш эфир традиционным образом с опроса чата трансляции. Он такой, достаточно бесхитростный. Кто со стороны Украины подпишет пункты рамочного соглашения, такие, как в этом мирном плане? Опять-таки, мы до конца не знаем. Его представят завтра почему-то военные представители Пентагона. В Америке уже пишут, что за 50 лет такое впервые, чтобы какие-то такие высокопоставленные чины приезжали в Киев. Причем заявлено, что они презентуют этот план, который секретно составлялся с россиянами, а потом поедут в Москву.
тоже очень интересная диспозиция, потому что само позиционирование, военные приедут подписывать, у нас сразу аллюзии, да, с как бы переговорными группами Первой мировой войны, да, Второй мировой войны, то есть, ну, понятно, исторический контекст специфический. И там сейчас очень много. Одни говорят, Украинская православная церковь официальная, русский язык никто не притесняет, сокращение армии. Короче, полный фарш, и люди оглядываются на Стамбул 22 года и говорят, ребята, погодите, пу-пу-пу, столько жизней, столько территорий, столько судеб, такие необыкновенные, скажем, траты. Ради чего? Так вот, варианты. Кто? Зеленский, и его сделают крайним. То есть вот эта вся диспозиция, что давайте оставлять Зеленского хромой уткой, это для того, чтобы он подписал все и ушел, а новый уже будет с чистого листа, новый лидер Украины. Дальше. Временное правительство. Ну, то есть Зеленского так-сяк эдак, он будет свадебным генералом британской королевой, а вот зайдет новое временное правительство, согласованное со всеми, и вот этот человек будет подписывать рамочное, а потом уже и финальное соглашение. Новое руководство уже после выборов, то есть не будет никаких рамок, объявят какое-то перемирие, ну, устное, да, там приказано войскам не стрелять, будут происходить политические процессы до выборов, выборы быстро за месяц-два организуют, проведут, и уже новый будет как бы все закрывать с новым кредитом доверия. Ну или этого всего не подпишут, будет дальше война. Вот такие варианты. Константин Петрович, что думаете вы? Вы знаете, каждый из этих вариантов на сегодняшний день рассматривается как вполне вероятный, как вполне применимый, дискутируется. Сказать, какой из этих вариантов действительно будет применен, это гадание на кофейной гуще, понятное дело, потому что вариант с временным переходным правительством, ну, я вот, например, со своими американскими коллегами, мы еще с марта обсуждали, я уже говорил об этом в одной из программ. Вариант, там, например, что Верховная Раде перейдет контроль над ситуацией, тоже рассматривается достаточно давно. Еще где-то с весны рассматривают этот вариант, что, возможно, поменяется руководство Верховной Рады, в Верховной Раде там Разумков, Тимошенко или еще кто-либо станет спикером, и, соответственно, будет подписывать уже от имени Верховной Рады. Тем более, что Верховная Рада наделена полномочиями вести международные отношения. Так что разные варианты, в том числе и вариант, что вполне возможно, что сейчас снова зайдет ситуация в тупик, тоже абсолютно возможен. Тем более, что вот сегодня Кирилл Алексеевич Буданов сказал о том, что на самом деле окно возможностей для Украины откроется только в середине февраля. Если мы посмотрим, что происходит в середине февраля, именно в середине февраля обычно происходит Мюнхенская конференция по безопасности. То есть участие, наверное, западных элит существует план, наверное, чтобы предложить свою какую-то концепцию подписания мира, установления мира, чтобы не дать возможности быть миротворцем Трампу. Так что и этого нельзя исключать, что на Западе существует такая концепция, что давайте потянем до февраля, а в феврале предложим Путину некий вариант. Ну и, соответственно, есть еще одна концепция, которую неоднократно озвучивают особенно британские, французские и немецкие политики в разговорах с Зеленским. Это то, что вы должны воевать еще год-полтора. За что, за какие деньги и прочее, это никого не волнует. Повоюйте, а потом вам будут вам ковришки разные, мы вам еще не только вернем границы 91 года, но еще чуть-чуть от России там отстегнем, чуть-чуть там Ростовскую область, Ставропольский край. И такие вещи тоже вешают, знаете, как лапшу на уши. Так что есть очень-очень много разных вариантов. Сказать, что уже сейчас есть определенность, сказать, что я или кто-либо другой знают
Вот. Но даже Трамп, Путин или еще кто-либо не знают, как будет развиваться сейчас в ближайшее время ситуация. Она может Ну, пойти по любому сценарию. издание Axios. Значит, новый план Трампа по Украине предусматривает, что Россия получит контроль над Донбассом. Значит, притом районы Донбасса, из которых Украина должна будет вывести войска, будут считаться демилитаризованной зоной, где Россия не сможет войска размещать. Но как бы контроль за Россией. Но без войск. Ну, в общем, Донбасс русский. В двух других охваченных войной регионах, пишет издание Херсонской, Запорожской, по линии боевого соприкосновения. При этом Россия вернет часть территории, и это станет предметом переговоров. Речь идет, наверное, о Днепропетровской области, Харьковской, ну, чуть-чуть Сумской. Значит, один из украинских чиновников, опять-таки, издание ссылается на какого-то украинского чиновника, ну, в общем, достаточно своеобразно говорит о том, что численность украинских войск, дальнобойное оружие будет сокращено, ограничено в обмен на гарантии безопасности от США, которые тоже непонятны, будут они, не будут, но вроде как это хотелка, да, со стороны Украины. По данным источникам, в разработке плана участвуют Катар и Турция, а катарский чиновник участвовал в переговорах между Уиткофом и Умеровым на прошлых выходных. Умеров накануне получил от Зеленского полномочия с ним провести переговоры. И вообще непонятно, а зачем вот эти все, ну, скажем так, танцы. Я встречусь с Уиткофом. В конце концов, встретился с Эрдоганом сегодня Зеленский. Заявлял о том, что альтернативы Стамбулу нет, мир, только мир. Ну, понятно, Эрдоган, как хозяин радушный, говорит, да, действительно, надо возобновлять Стамбул, тот, который 2, и в более широком формате. Ну, вот так поговорили, собственно, там как бы ни о чем. Все ожидают завтрашнего дня, потому что именно завтра план будет якобы презентован, и завтра там будет быстро что-то предпринимать Зеленский во внутренней политике. Но начнем с этого плана. Как вы думаете, насколько это реалистично? Смотрите, этот план 3 дня назад был опубликован на некоторых российских каналах со ссылкой якобы на определенную утечку данных из Украины. Вот. Ровно этот же план. Остается очень много непонятного. Во-первых, была ли встреча Умерова с Виткофом? Была ли встреча? Вот. Потому что, вы знаете, пока что кроме вот Axios не подтверждает ни один другой источник, что эта встреча имела место. Это первое. Второй момент. Когда речь идет о сокращении войск в Украине в 2 раза, это по сравнению с каким периодом? По сравнению с нынешним, то есть если у нас сейчас 1 миллион, то до 500 тысяч сократить условно. Или же с довоенным, если у нас было 250, то до 125 условно тысяч. Это вопрос. Очень много вопросов, которые связаны с как раз Донбассом, демилитаризацией и прочее. А позиция России известна по этому вопросу? Вот, то есть и это пока что непонятно. Кто являлся инициатором, кто разрабатывал этот план, где этот план разрабатывался. Я знаю, что подобного рода план буквально несколько дней, на прошлой неделе в Женеве была экспертная встреча. Встречи экспертов, в том числе были представители от Украины. Один представитель от Украины, от экспертного сообщества, были представители от России, были представители Соединенных Штатов, проводилась определенная, как это любят называть, организационно-деятельностная игра, вот, где вырабатывались варианты плана, некоего плана идеального, который мог бы устроить все стороны, некие варианты компромисса. И на уровне экспертов вносились подобного рода предложения. Именно. Но являются ли эти предложения действительно, и стали ли они основой для некоего нового плана, мы увидим только в ближайшие дни. Слишком уж как-то быстро. Тут, я говорю, неделю назад встретились эксперты в Женеве, обсудили, и тут сразу же после этого этот же план, сначала он сливается в российские СМИ, в российские телеграм-каналы, как уже готовый план, на который готова пристать Украина, а Axios уже подает его как уже свершившийся факт, якобы имевший место встречи Уиткофа и Умерова. Ну и там еще интересно, что Витков не поехал в Турцию, потому что некий чиновник, источник говорит, мяч типа на стороне Зеленского, вот сейчас
как бы за ним ход. А что будет делать Зеленский в этой ситуации? У Зеленского очень сложная проблема, потому что Зеленский больше всего боится того, что завтра, послезавтра, послезавтра, в один прекрасный день вдруг будет обнародована очередная порция документов, где будет звучать голос самого Зеленского, да более знакомый каждому гражданину Украины, вот голос президента, который будет отдавать какие-то указания. И как говорят некоторые люди, что этот голос на записях присутствует. Услышим мы его или не услышим, это уже второй вопрос. Но то, как всполошились сегодня пропагандисты с Банковой, те, кто работает на Банковую, как они сегодня посыпают голову пеплом и бьются лбом о стену, вот, в связи с этими пленками, как они нервничают, кажется, что все-таки они знают, что этот голос есть. Возможно, они даже уже знают, о чем там идет речь. И знают, откуда поступают сигналы, откуда идет давление. Вот. Понятное дело, со стороны Соединенных Штатов. И они на это намекают, даже не намекают, говорят уже прямым текстом, что Соединенные Штаты вот, давят на Зеленского, чтобы он согласился на некий мирный план. Но не говорят капитуляция слова. Практически да. Да, согласен. Они говорят слово капитуляция. Хорошо, я просто сказал мягче. Мирный план. Вот. Константин Петрович... Кейтель в мае 1945 года тоже подписал своеобразный мирный план. Ну да, тоже мирный план. Просто, понимаете, да. Тут возникает вопрос, а есть ли поле для маневра у Зеленского? Его, конечно, бросились обеливать и говорить, что вот, ни в чем никто не виноват, ничего, в общем, успокойтесь, да, не надо расшатывать лодку. Это вот мы слышали всю неделю, даже полторы. Однако, по большому-то счету, никто шибко не наказан, да, непонятно, где Гринчук и Галущенко, фигуранты, которые министры, их сегодня сняли, поставили исполняющих обязанностей. Не знаю, по Минэнергетике тоже только в профиль, там Новиков, тот же человек Галущенко, то есть, как бы, ротации особо нет. Но все сбивают Ермака, вы заметили? Вот все прям сбивают Ермака. Причем нашлись уже отряд слуг, которые говорят, вон, Алла Борисовна, со сцены, хватит, пускай молодые поют. Потому что это проще всего. Во-первых, Ермак демонизирован до невозможности. Во-вторых, Ермак надоел уже очень многим. Очень многие процессы как раз именно закоммутированы на Ермака. Многие понимают, что именно Ермак создал систему. Да, Зеленский руководит процессом, руководит страной. Зеленский руководит Ермаком, но вся система полностью под Ермаком. Людей назначал Ермак. И падение Ермака повлечет за собой крах системы. Ну и третий момент. В Верховной Раде нет голосов за импичмент Зеленскому. Но достаточно людей, которые ненавидят, искренне ненавидят Ермака, в том числе это от трети до половины фракции «Слуг народа». Представьте себе человек, который шли люди, нормально шли люди в Верховную Раду зарабатывать, получать деньги. Ермак их просто посадил на голодный паек и за каждое голосование результативное выплачивал гонорары. Если раньше партия регионов, например, своим бойцам за голосование платили по 20 тысяч, иногда по 30 тысяч долларов конверты, а иногда вообще, если было очень резонанс, то могли и вообще платить большие деньги. Не секрет это. То здесь поставили на голодный паек 2-3 тысячи в зубы, и фактически довольствуйся. Не нравится, вообще останешься на тех деньгах, копейках, которые предусмотрены для народного депутата его статусом. Понятное дело, что многие просто Ермака за это возненавидели, потому что они попросту почувствовали себя марионетками, которые висят на гвоздиках у Карабаса-Барабаса. Это бунт кукол против Карабаса-Барабаса. Тут, понимаете, еще есть такой нюанс. Всегда и все об этом знают, что на всех депутатов, без исключения, может, за редким каким-то единичным, у этого же НАБУ есть папочки. Конечно. Об этом говорят прям, не знаю, с момента создания НАБУ, понимаете? Вы знаете, что на каждого депутата есть папочка и у НАБУ, и у СБУ. И они на такой растяжке
вот, стоят. Вот, что с одной стороны придет некий детектив на бой, покажет папочку, вот, и, соответственно, тут лезут глаза на лоб. Вот. А с другой стороны придет некий там человек из СБУ и скажет: нет, нет, подождите, у нас точно такая же папочка есть. И человек тоже такой, вот, ночами не спит потом, нервничает. То Завтра, есть депутаты нынешнего созыва самые бесправные депутаты в истории Украины. завтра снимут Ермака? Анонсируют. Анонсируют, в том числе люди из руководства Верховной Рады, с которыми удалось пообщаться, говорят, что да, завтра. Ну как, дело в том, что это же не Верховная Рада его назначала. Просто они говорят о том, что завтра состоится подписание торжественного акта. Вот, потому что человек, ну, Ермак, это же представитель неконституционного органа. Его назначил Зеленский. Зеленский его может снять в любой момент. И что вроде бы Зеленский готов его снять. Вот. Депутатам для этого не надо голосовать. Но есть другой момент. Зеленский его вполне может назначить на другую должность. И с одной стороны, вы хотели, чтобы я снял Ермака с главы офиса президента? Хорошо, пожалуйста. А где гарантия, что послезавтра, в день рождения Андрея Борисовича, в пятницу, вот его не назначат, например, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины? Я слышал версию, что это вполне себе может быть финт ушами, и он может стать премьер-министром. Ну, или. Но тогда надо, чтобы голосовала Верховная Рада. Да. А вот здесь вот как раз уже может быть неожиданность, потому что я не представляю, как за премьер-министра Ермака будет голосовать господин Арахамия, господин Гетманцев. Еще я могу называть сейчас большое количество людей, которые вот, вряд ли проголосуют. Ну, это так, это как версия, поэтому и день рождения, поэтому и вот это все, и, скажем, много же говорят о перезагрузке Кабмина, и нам же как Порошенко кричит, он вообще говорит: назначьте меня, Порошенко, премьер-министром. Да, там уже такие версии ходят про следующего премьера. Я уже слышал версии: Порошенко, Залужный, Ермак, Маркарову тоже называют, Киноха, вспомнили, Анатолия Кирилловича и прочих. То есть большое-большое количество разных версий гуляет, но это тоже, кстати, говорит о том, что вполне возможно будет поднят вопрос об отставке и правительства. Ну вот, 125 дней прошло на сегодняшний день с момента формирования нового кабинета министров, назначения госпожи Свириденко. Так что... Ну, тоже как-то ведут себя странно, там, Свириденко не пришла, там, Качка за нее отдувался на вопросы, все наперебой, все кричат: мы за НАБУ, НАБУ молодцы, а пропагандисты кричат: НАБУ негодяи, расшатывают лодку. Чего вдруг так? Ну, вот это же понимаете, что угол зрения определяется точкой сидения, как любил повторять Леонид Данилович Кучма. У меня один вопрос. Так, а что решит перезагрузка Кабмина или там, не знаю, отставка Ермака? Ведь сегодня со ссылкой на источники в «Новом времени» написали, что не будут пока набушники дальше опубличивать, потому что там как бы военная тайна, оборонка, плюс там голоса, может, разные. Мол, война нынче, поэтому мы так тихонько будем. Тихонько. Это намек. Это фактически намек на то, что у нас там похлеще, там такой компот у нас, вот, что забористый, что вы ж думаете, вот, как действовать дальше. Потому что это мы пока еще так решили не обнародовать, но мы же можем обнародовать. Я с этого начинал, а как-то ответ непонятен. Так а почему Трамп отправляет военных представлять план? В данной ситуации как раз именно военные и должны приехать и предложить план окончания войны. Если речь идет о войне, то, соответственно, и военные должны его и озвучить. Просто опять-таки, Келлог же вроде как тоже генерал военный. Я понимаю. Келлог уже дискредитировал себя вот, и тем, что он выступает больше на стороне именно, скажем так, той части окружения Трампа, которая больше солидаризируется с глобалистами, чем с самим Трампом. Сегодня, ну вот буквально перед нашим эфиром, Че Гевару отпустили. Цена 51 миллион гривен. Вчера Чернышов говорил, что он не Че Гевара.
И говорит, денег у него таких нет, потому что все арестовано, в общем, будет что-то думать. Ну, слушайте, недолго думал, правда. Очень быстро все. И так и других вот этих товарищей, их тоже отпускают. Ну, я имею в виду там финансисток бэк-офиса, то есть собирают залоги и отпускают. Есть версия, что это как бы с этого же общака, то, что украли, да, вот отправляют, так сказать, под залог. Через фирмы, которые там существуют один день, рога и копыта, но вот такими средствами располагают. Вы ощутили, что, ну, не знаю, у меня такое мнение сложилось последнее вот вчера, немножко сегодня, но больше вчера, позавчера, что можно даже по телемарафону включать «Лебединое озеро». Все разъехались. Все. Да. Да, ну, такая ситуация. Вот всем надо срочно надо по делам. Срочно в Париж, условно, или в другие населенные пункты Европы, Соединенных Штатов и Ближнего Востока. Вот, что касается как раз ситуации, да, очень многие чувствуют себя крайне неуютно, очень многим не хочется попасть в места предварительного заключения, и поэтому они решили, что лучше отсидеться где-то за рубежом. Ситуация крайне-крайне напряженная. Как эта вся история повлияет на фронт? Смотрите, дело в том, что на фронте и так ситуация крайне сложная. И так крайне сложная. Но то, что сейчас любой боец понимает, вот, без всяких там решений судов и прочее, они же понимают, у них очень простое видение. Они очень прямые ребята. Вот, они понимают, что вот, их верховный главнокомандующий и его окружение оказались крысами. Они понимают, что руководство страны, которое вчера там выступало с очень такими патетическими заявлениями, занимается банальным мародерством. Они же это все понимают. И тогда возникает вопрос, а за что умирать? Нет, я понимаю, что есть присяга, есть родина, есть долг и прочее. Вот. Но понятное дело, что действия высшего руководства страны оказывают деморализующие действия как раз на влияние на этих солдат. И мы видим это на фронтах сейчас. Мы видим сейчас ситуацию в Северске, который сколько, 40 недель, говорят, держали оборону. Сейчас буквально за считанные дни, за считанные часы уже продвинулись чуть ли не до середины российские войска продвинулись до середины города. Мы видим ситуацию под Купянском, мы видим ситуацию на Запорожском направлении, где уже к Гуляйполю подходит фактически. Мы видим ситуацию под Покровском, то есть крайне неутешительно. Вот. Донбасс удержать не удастся точно. Поэтому пойти сейчас на те или иные формы сдачи той территории, административной территории Донецкой области, которую еще контролируют украинские войска, это единственное разумное решение будет. Вопрос только как, на каких условиях. А вот что касается разного рода заявлений о том, что попыток таких бравадных заявлений, что мы просто отходим на более выгодные позиции, да, ну, знаете, так может оказаться, что самые выгодные позиции вот для обороны находятся на берегу реки Сбруч. Ну, Сбруч по Днепру пока, ну а там посмотрим. Нет, я говорю, в принципе, с такой логикой, с таким подходом. Проясняется ситуация, вот сейчас там публикуют материалы о том, что да, действительно об этом было ясно, и это, в принципе, было ясно, и можно было это понять несколько часов назад, да, но тут тоже в зависимости от точки сидения вот этот глагол, да, играет роль. Уитков перенес встречу с Зеленским или отменил встречу с Зеленским. Но причина одна. Не стали слушать Зеленского. Он же там что говорил в Испании? Говорит, я встречусь с Виткофом, и мы свои конструктивные предложения как бы внесем. То есть у нас какой перед глазами образ? Зеленский с пачкой своих предложений летит в Турцию к Виткофу. А Витков решил, и Трамп его поддержал в этом, не встречаться.
Потому что Конечно. неважно, что привезет Зеленский, это не устроит Россию. Это опять, ну, те же грабли. Помните, я неоднократно, я раза 3 в наших программах на протяжении длительного времени говорил о том, что ситуация сложится следующим образом. Рано или поздно Трампу надоест вся эта игра. И ему, и Зеленскому фактически предложат, не предложат, а просто скажут, что придет некий гонец, он принесет некий конверт, вот, и, соответственно, в этом конверте будет указано, как вы будете действовать. Поэтапно, по дням, по часам и так далее. Что вы должны подписать, куда должны поехать, на что согласиться, на какие условия. То есть я проводил параллель с Дейтонскими соглашениями. Мгм. Когда шла война между двумя частями Боснии и Герцеговины, между мусульманами и православными сербами, вот, и, соответственно, на каком-то этапе, когда стало понятно, что эту войну невозможно остановить, она зашла в тупик, просто лидеров двух противоборствующих сторон позвали на базу Дейтон, военную базу Дейтон, где им вручили фактически проект. Вот, вы ознакомьтесь, вот никаких правок, никаких дополнительных запятых вы вносить не имеете права, вот попросту вот вы действуете на основе этого вот мирного договора. Вот кто не спрятался и не виноват. Вот. Та же ситуация, очевидно, с Зеленским. Зеленский, кстати, сегодня утром еще была информация, что Зеленский собирается после Турции продолжать свое турне и где-то находиться на Ближнем Востоке. Да. Завтра должен был лететь. Но именно сейчас, вроде, кажется, наступают определенные коррективы. И завтра уже Зеленскому надо быть в Киеве. Так что будем смотреть, как будет развиваться ситуация. И два высоких военных чина, которые приехали в Киев, очевидно, они приехали не просто для того, чтобы полюбоваться Владимирской горкой, вот, закатами или рассветами над Днепром, вот, а приехали, очевидно, с определенными документами, определенным планом, который вряд ли Зеленский имеет право слушаться. Ой, как интересно. Слушайте, тут по поводу Виткофа, собственно, там поймали, досмотрели, разглядели в очках с 3 линзами, значит, в соцсети, ну, известный журналист пишет, да, Барак Рейвит о том, что, ну, публикует вот этот материал, который сегодня нашумевший от Политико, ну, вот Axios, да, публикует, что, ну, по поводу плана, что там внутри плана этого секретного. И Витков комментирует, говорит, он, видимо, получил этот план от К. Ну, типа Кирилл Дмитриев, все сделали вывод. Потом он удалил это сообщение, но все уж сохранили, что план от К. Получается, что Витков случайно раскрыл источник секретного плана США и России. Типа это Кирилл Дмитриев. А мы так смеялись, так ухахатывались над вот этим визитом Дмитриева, помните, 3-дневным? Почему нет? Дело в том, что вряд ли бы Витков писал бы план К, он писал бы план Д, если бы это было от Дмитриева. Вот, и они не настолько фамильярны, чтобы называть друг друга по имени. Это один момент. Второй момент – это то, что, знаете, есть еще и другие люди на фамилию К. Вот, и тут вопрос уже, кто выступил. Вот, когда я говорил вот, о том, что проходило вот это вот как раз мероприятие в Женеве, вот, это мероприятие официально модерировала одна американская очень влиятельная аналитическая структура, которая обслуживает интересы Госдепа и Пентагона. Вот, и представители этой структуры, руководители структуры тоже имеют фамилию К, которая начинается на К. Поэтому нет, я просто это мое предположение, я не буду утверждать. Да, значит, если разобраться вообще с Москвой, слушайте, вот только вот что во время эфира приходит заявление от Кремля, что Россия готова к переговорам по Украине. Ну, все коротко, понятно. Да, Россия постоянно говорит о том, что она готова, но на своих условиях. Но молчание такое очень и очень, ну, я бы не сказал театральное, но такое ощущение, что все в курсе в Москве, что происходит, но ничего не говорят, ничего. Вот и всем даже, по-моему, даже запретили всем говорить, чтобы, не дай бог, никто не вылез и лишнего чего не взболтнул, чтобы не взбудоражить. В этой ситуации может говорить только Путин, либо же его пресс-секретарь Песков.
Кто еще может? Ушаков, только это вертикаль Путина. Вот, понятное дело, что Лавров только с разрешения, ну, это исполнительная власть, вот, директив у него на это нету. Вот, Пескову не дали пока еще задачу там что-то говорить, что-то объяснять. Да, мяч на стороне Зеленского. Да, мяч в данной ситуации на стороне Киева. Слушайте, у него и мяч, и переворот, и там, Это уже и условия скандал. цугцванга. Это уже, извините, пожалуйста, вот, знаете, шахматная игра по-разному заканчивается. Сейчас цугцванг, каждый следующий ход ухудшает ситуацию. И он шел к этому. Он наделал такое количество ошибок на старте, что в результате сейчас просто без цугцванга не обойтись. Мат неизбежен. Но вот мат Зеленского. Да, понятно. Именно Зеленского. Но что Россия получает взамен? И если мы, опять, еще раз, я всех призываю, чтобы просто правильно поняли нас. Financial Times, который пишет на втором государственном русском языке, там Axios, кто там, Reuters, вот эти последних часов издания, которые говорят о сокращении армии, о вот этих всех вещах, они это пишут громко, ярко, исключительно и потому, чтобы как бы Трампа выставить в дурном свете, мол, смотрите, он сдает, короче, все Путину. Трамп США и России, он пропутинский. Вообще, у Путина есть компромат на Трампа всяких там скабрезностей с Биллом Клинтоном. Вы что же это видели в последнее время? Сейчас разгоняется капитально. Они цепляют эту волну, поэтому вот так пишут об Украине и вокруг вот этого, скажем так, этой ситуации. Что в этом плане фактически, я не знаю, там вернуть Януковича, понимаете, и откатиться до 2013 года. Янукович это не народом Сианук, которого там свергли, потом через там, несколько десятилетий вернули. Так, нет, конечно же, это Украина, не Камбоджа. Нет, подождите. Мы тоже с вами вряд ли могли представить, что у нас будет президент, который именем войны будет 7 лет управлять страной. Это правда. Это правда, я согласен, что у нас вот никогда бы не подумал, вот если вот я говорю про, например, камбоджийский вариант, вот, что Украина не Камбоджа, вот, я никогда бы не подумал, что там Украина может проводить параллели между Украиной и там, африканскими государствами, там, какими-нибудь Зеленскими, Иди Амином, Зеленскими, Жаном Беделем Бакаса и прочее. Так вот, в чем выгода Москвы от сложившейся ситуации и что она сможет и сможет ли, внимание, не военным путем добиться. То, что военным мы видим, вот на фронте как движутся, так и движутся. То есть, обстрелы, как стреляют по энергетике, так и стреляют. Да, иногда там попадает в дома. Как сегодня жуткая трагедия в Тернополе, 25 человек прилетело в дом. Видно на видео, четко понятно, ракета Х-101, что с ней произошло, сбита или перенаправлена, или подавлена, или повреждена, непонятно. В общем, военным путем мы не касаемся. Политическим путем чего может добиться Россия? Я на Путина сегодня смотрю. Это, конечно, просто какой-то. Это фантастика, Константин Петрович. Путин просто-напросто стоит в стране. Путин танцует с роботом. Да. Путин делает заявление о том, что человек может жить дольше 150 лет. То есть он абсолютно в этом тренде, хай-тек, новых технологий, искусственного интеллекта, медицины. Нет ничего нового, да, он всегда этим интересовался, его всегда интересовали эти вещи. Да. Из украинских политиков, кстати, вот новинками хай-тек, передовыми технологиями, биотехнологиями интересовалась только Юлия Тимошенко. Ей даже для нее специально, даже ее окружение готовило специальный мониторинг. Вот. Она единственная, кто интересовался тем, что происходит в науке, в технике, в биотехнологиях и так далее. Не знаю, это праздное любопытство или нет. Для Путина это было нормально, он всегда демонстрировал, что он старается быть в курсе всех новинок науки. В этом нет ничего странного. Но что касается Путина, он в данной ситуации, начиная с Анкориджа, начиная с Аляски, он дает понять, мы свое слово сказали, вот теперь слово за вами.
Вот. Любые попытки как-то повлиять, а давайте все-таки пересмотрим, а давайте все-таки мы как-то по-другому прочитаем, а давайте вернемся здесь, вот перепишем, он отвергал. В результате, после того, как была сорвана встреча в Будапеште, точнее перенесена, тоже потому, что Путин был не готов рассматривать эти там правки, которые предлагались, вот, американская сторона начала давить на Зеленского. Мы видим результаты этого давления, и Путин просто наблюдает. Спокойно, как удав, наблюдает за тем, что происходит сейчас вокруг Украины, вокруг Зеленского. Вот, и он демонстрирует это спокойствие. Он всячески старается вот именно продемонстрировать, излучать это спокойствие. Возможно, что где-то там в глубине души ему не так спокойно, но картинка получается достаточно красноречивая. Как разрешить этот кризис? Кто должен сказать «циц» паникерам, пропагандистам? Нет, для того, чтобы решить этот кризис, Трампу необходимо сказать «циц» паникерам и разного рода провокаторам в лице Стармера, Макрона, Мерца и прочих. Вот как обезвредить эту группу товарищей, которые влияют очень серьезно на Зеленского, влияют очень серьезно на ситуацию в Украине, вот, которые выступают в роли вот именно провокаторов определенных настроений, вот, это уже вопрос для Вашингтона. Надавить на Зеленского – это одно дело. Как избавить его от вот этих назойливых опекунов – это другой вопрос. Макрон, конечно, ну, если честно, подкачал. Ну почему? Очень красивое действие. Макрон продал Украине 100 несуществующих самолетов. Помните рассказ? За несуществующие украинские деньги. Помните продавец воздуха, понимаете? То есть... Да, и покупатель тоже, который рассчитывается как бы такими же именно несуществующими деньгами. Ну, опять-таки, на Стармера надежды я не знаю. Там у него большие проблемы у Стармера. У Макрона тоже большие проблемы. Даже у Мерца немалые проблемы. Там у них Мерц тоже, да. с коалицией. То есть везде, куда ни кинь, везде клин. Да, но в то же время на них давят оборонные предприятия, оборонные заказы, вот, которые требуют дополнительных денег в обмен на поддержку. Им нужна война. Причем нужна не только война в Украине, нужна большая война этим корпорациям оборонным, которые почувствовали запах пороха, крови, а заодно и запах денег. Вот. Они хотят войну в Балтике, фактически Северную войну 2.0. Они хотят многого. Вот. Но для того, чтобы была с их точки зрения успешная война в Балтике, хотя я не верю в это, вот, необходимо, чтобы была продлена хотя бы на год еще война в Украине. Вот такова их логика. Вообще, конечно, не знаю, если будет война в Балтике, то простите, сколько она продлится. Нет, там же не принимает во внимание, что, скорее всего, Россия не будет использовать ядерное оружие в этой войне. Вот. А это значит, уравновешиваются шансы. Если Россия будет дальше тратить силы в Украине, то, соответственно, это даст возможность сосредоточить большее количество оружия, сил и так далее на Балтийском направлении. Но это бред, я не буду больше его продолжать. Просто я несколько раз уже слышал от европейских аналитиков подобного рода рассуждения. Ну, аналитики, понятно, там вообще план, чтобы отдать прибалтийских тигров, а потом через 180 дней их забрать назад, отбить при контрнаступлении. И это тоже есть. То есть это мы читали. Меня интересует другое. Понимаете, когда мы говорим о деньгах, в Европе четко видят и понимают, что эти деньги отдаются ворам. Но там зашиты, и сегодня НАБУ, кстати, первая такая, ну не то, что есть вот там парфумы, да, а есть пробнички. Вот первый пробничек уже затесался. Там британца нашли в схеме по бронежилетам, который как бы подписал Умеров, на него надавили, он пошел на поводу, но вроде как потом не приняли, качество плохое. Ну вот, в общем, такая история. Это вот тот эпизод, который с самого начала еще гуляет, его сегодня обрисовали в схему, и там в схеме конкретные британцы. Дальше будут в схеме датчане и все остальные страны. Европа к этому не готова. Я напомню,
Я напомню один эпизод, который я, кстати, вспоминаю в своей книге «Джокер». Как летом 2023 года принималось решение, извините, 23 все-таки года принималось решение о замене Резникова на Умерова. Вот. Ситуация следующая. Умерову Резникову, тогда министру Резникову, еще в июле положили отчет о том, что значительная часть, вот я не знаю, мои информаторы говорили, что не менее трети всей техники, которая приходила по линии американской помощи, приходила с сертификатами качества, но на самом деле это были ведра с гайками. Ведра с гайками, которые присылали, здесь сертификат качества, за них платилось, все. Их просто-напросто присылали на линию фронта, они тут же разваливались, некачественные. Резников поднял этот вопрос на уровне Соединенных Штатов. Поднялся скандал, сказали Резникову, что ты не туда лезешь, нечего тебе в это вмешиваться. Ну и более того, через некоторое время был поднят вопрос о том, что у вас министр обороны не такой. Вот. Помните, тогда приезжали даже американцы, приезжал тогда, если не ошибаюсь, госсекретарь даже Соединенных Штатов для того, чтобы инаугурировать Умерова, правильного министра обороны. Угу. Но ситуация-то никуда не девалась. Просто-напросто коррупция, которая была на этих военных заказах, она не была чисто украинской коррупцией, она была международной. В нее были впутаны огромное количество чиновников в Соединенных Штатах, Великобритании, в Германии и так далее, которые наживались на этом. Давайте не забывать, что Украине продавали или же отдавали абсолютно негодную иногда технику, списанную технику, утилизированную технику. Новые образцы Украине старались не давать, потому что новые образцы себе были нужнее. Плюс ко всему, если новая техника себя покажет неправильно в бою, или как-то не так, ее будет очень трудно потом продать на каких-то международных ярмарках вооружения, скажем так, выставках и так далее. Поэтому давали списанное в основном оружие, воюйки, утилизированным оружием. И на этом наживались, на этом делали большие деньги. И проблема большая в том, что сейчас как раз, не проблема, а специфика этого, это как раз в том, что это мы видим первую серию. Я думаю, что не за горами, когда пленки Миндича будут фигурировать в Соединенных Штатах. Когда Трамп скажет, а тут мне дали очень интересное досье. Оказывается, что там замешаны и некий там Джон Смит и так далее. Граждане Соединенных Штатов, которые тоже развивали коррупцию. Я думаю, это именно второй этап, который сразу после того, как решится вопрос с Зеленским, вспыхнет в Соединенных Штатах. Это долгоиграющая тема. Константин Петрович, действительно, вполне вероятно, и я где-то отчасти разделяю это мнение, что вполне себе Трамп, он вообще Путин с роботами и 150 лет жизни, а Трамп выходит в очередной раз, говорит, я разочарован в Путине. То есть, смотрите, у Трампа не пары с уст. У Венса, у кого-то плюс-минус значимого, да, Рубио, никто, все молчат. Все молчат. Трамп гениальный актер и гениальный переговорщик. У него за плечами десятилетия выигранных баталий на переговорах, бизнес-переговорах. Он иногда в какой-то ситуации необходимо сделать то, что называется poker face. Иногда в какой-то ситуации необходимо делать обманные маневры, делать какие-то заявления, которые дезориентируют визави и так далее. Поэтому не следите за тем, как ведется и что говорит Трамп. Следите за тем, что делает Трамп. Плюс, вы же видите, как ни пытается украинская сторона, они не понимают, что предпринять. Все заняты антикризом, но параллельно пытаются то атакмсы запустить какие-то старые ржавые по территории России, чем сорвать синхронную игру в молчанку и в молчание ягнят, собственно, США и Трампа. Это же срыв конкретный. То в Польше
подорвать железнодорожные пути. Российские диверсанты. Проходит сутки, двое, никому эта информация уже не интересна. Ну, там, что, взорвали так сказать, нитку, да, железнодорожную. Взорвали, а потом... Обвинили украинцев, кстати. Нет, а потом выяснилось, что это русские. Только делали руками украинцев, понимаете? Да. А тут поди разбери, если это украинцы в Польше. Они, наверное, точно все украинцы в Польше русские агенты. К бабке не ходи, понимаете? И мы на самом деле, и это я хочу, чтобы мы серьезно обсудили, приближаемся к моменту, наверное, какой-то грандиозной катастрофы. Потому что только грандиозная катастрофа способна сделать этот, ну как, затвором. Я очень боюсь этого, что для отвлечения внимания от всех этих проблем действительно будет воплощена некая катастрофа. Когда народ заставит отвлечься от ситуации, народ заставит смотреть в другую точку, народу дадут другие эмоции, перепрограммирует, а именно перепрограммирование происходит именно через определенные эмоции, смену эмоций, эмоционального фона. И я очень боюсь, что эта катастрофа повлечет за собой большое количество жизней. Это самое страшное, что может быть в этой ситуации. И не дай бог, что именно этот прогноз воплотится. Я просто, Я понимаете... очень хотел, чтобы наш прогноз не воплотился, чтобы мы ошиблись. Вот сегодня Тернополь, но на самом деле для семей этих 25 человек тоже большая катастрофа. Это конечно. И это, конечно. До этого в Днепре, в Харькове, то есть мы не говорим, что там Тернополь, все города, Одессу тоже обстреливали, понимаете, и другие города. И у меня тогда вот такой вопрос. Вот в этой политической чехарде, которая назревает, с этими Карлсонами, пропеллерами, с этими, ну вот этими, скажем, фактами воровства, опубличиваниями пленок, насколько вероятно, что вооруженные силы Украины развернут оружие и выдвинут какого-то своего лидера? Я не говорю захватить власть, хунта, нет. Выдвинут своего лидера. Вот мы сегодня иногда бывает такое, когда... Вы знаете, вот когда в марте я общался со своим американским коллегой, и я сказал, что когда-то я вырос в той информационной среде, я вырос в той пропагандистской атмосфере, когда считалось, что хунта – это что-то плохое. Но я понимаю, что в нынешней ситуации Украины, в ситуации, когда я смотрю на этих людей, которые сегодня находятся при власти, я понимаю, что хунта – это один из выходов. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю о том, констатирую, что иногда то, что кажется по убеждению чем-то страшным, неприемлемым и так далее, становится не таким страшным, когда сталкиваемся с какой-то противоположной реальностью. Это первое. Кстати, возвращаясь к этому мирному договору, который сейчас озвучивается. Вы знаете, что на самом деле, даже если Зеленский согласится на эти мирные переговоры, согласится именно на этот план, это я могу прогнозировать, что через полгода, я не случайно вспомнил реку Сбруч, через полгода мы будем иметь Львовскую Народную Республику, Тернопольскую Народную Республику, Ивано-Франковскую Народную Республику и так далее. Объясните. Потому что сейчас электризация настроений в обществе, причем особенно на Западной Украине, такова, что они не примут план, который будет предусматривать определенные льготы для русского языка и прочее, прочее. Соответственно, Украине покой только снится, на самом деле. Украине покой только снится. Знаете, в Германии была популярна фраза в 30-е, 40-е годы: наслаждайтесь войной, мир будет страшным. К сожалению. Поэтому мы только на пороге еще дополнительных потрясений, к сожалению. И боюсь, что получив мир с Россией, мы получим дальше большие проблемы внутри Украины. Но это уже будет, как, знаете, в свое время
Ливия свергла Каддафи, там, скажем так, и получила большие проблемы внутри страны. В Сомали я уже не говорю то, что происходит и так далее. Украина, к сожалению, вот. Ну, Я боюсь опять мы, оказаться Кассандрой, но это тот путь, который вырисовывается сейчас. опять, если честно, поразительный, конечно, ряд. Ливия, Сомали, Да, ну, но дело в том, Украина. кстати, вот начиная с провозглашения независимости Украины, начиная с 90-х годов, извините, что я часто якаю сегодня, вот, извините, но я с 95-го, 96-го года проводил очень часто параллели между Украиной и Конго, вот, Заиром потом, вот, африканскими государствами. Вот я именно там, в африканских, латиноамериканских государствах, искал параллели для развития Украины. В свое время я это заимствовал у Мирослава Поповича, покойного ныне философа, известнейшего там, профессора, академика. Вот. Он в одной из своих статей, еще в начале 90-х, эта статья меня очень серьезно тогда как-то шокировала по-хорошему, где он говорил о пути, которые проходили африканские государства на пути своей независимости. И он прогнозировал, что африканские модели будут характерны для Украины. С некой отсрочкой, вот, да, действительно, африканская действительность приходит в нашу жизнь, к сожалению. Давайте поставим троеточие нашего сегодняшнего эфира. Имеется в виду основной части. Сейчас перейдем к вопросам зрителей. Я так немножко подглядываю, да, много вопросов люди задают, поэтому мы не прощаемся. Просто мне интересен другой аспект. Ну, понятно, русский язык, но Украинская православная церковь. Значит, в Америке встречаются с делегациями Украинской православной церкви. В Америке, в общем, обсуждаются, встречаются там видные, ну, такие популярные, скажем, конгрессмены. Есть также данные, что этот вопрос в том числе курируют Венс и Рубио, конкретно. Рубио даже в большей мере, потому что он, ну, истинный христианин. Вопрос, ну, скажем, ну, там сегодня написали в этих сливах, что официальный статус Украинской Православной Церкви закрепить и, в общем, не трогать. Да? Но все же делается наоборот сейчас. Я не про церковь даже хотел бы спросить, а про американцев. Ведь нам выйдут и скажут, так это ж московские попы, да? А у нас вот есть вот наши вот эти вот уже новые, они уже тут достаточно давно, армия Томас когда привезли, помните? Нормально. У нас уже захватывают храмы Украинской греко-католической церкви. Простите, пожалуйста, эту новость я увидел, я немножко так, правда, был обескуражен. Кстати, это не первый раз, потому что это были такие ситуации, там, знаете, еще, кстати, во времена Ющенко и так далее, там были свои трения внутри католической церкви, там была, например, появилась секта догналитов, так называемая, ну, это тема других. Ну, в общем, наверное. вопрос в чем? Я понимаю, допустим, российскую сторону. Помните, когда-то пару месяцев назад Лавров говорил, ну, во время этих перипетий со Стамбулом, меморандумами и всем остальным, говорит, ну, сделайте какой-то шаг. Ну, вот, например, возьмите и, ну, там, отмените что-то по языку, или возьмите, или, наоборот, что-то новое примите, там, что вы действительно там поддерживаете, или, например, по церкви не трогайте. Вот может быть таким шагом, например, ну, возвращение церкви и возвращение к службам в Лавре Киево-Печерской. То есть, смотрите, вот этот процесс юридический, судебный, там, пускай идет, но это же дело щелчка пальца в распоряжение. Взять и, конечно, с удовольствием там батюшки вернутся, монахи все вернутся. Я думаю, что все-таки необходимо вернуться к статус-кво законодательному, потому что распоряжение распоряжением, но если распоряжение входит в определенный конфликт с законом, вот, то, соответственно, это распоряжение невозможно нигде представить ни в одном суде. Вот. Что касается закона, вот именно отменить вот эти как раз дискриминационные законы против Украинской Православной Церкви, которые были приняты в последние годы, это важный момент.
Вот дальше, соответственно, необходимо пересмотреть уже нормативные акты, которыми там изымалась собственность у одной церкви, передавалась другим церквям абсолютно незаконно. То есть все это необходимо пересмотреть. Это, конечно, займет какое-то время, но начинать надо именно с отмены законодательных актов. Законодательных актов, которые были приняты абсолютно беспардонно, абсолютно незаконно, вот, и были направлены именно на дискриминацию людей по принципу, дискриминацию граждан по принципу веры. Да, друзья, подводим итоги вашего голосования. Спасибо большое. У нас больше 10 тысяч голосов. Кто со стороны Украины подпишет пункты рамочного соглашения, такие как в мирном плане США? 8% новое руководство после выборов. Ну, это имеется в виду, что возьмут такую паузу джентльменскую, выберут новых и вот эти новые. 18% сам Зеленский, его будут дожимать, он останется крайним, он при нем началось, при нем должно закончиться, точка поставлена, а дальше уже новый этап. 24% будет временное правительство. Соответственно, Зеленский нет, а вот временное правительство, те, у кого власть, да, после определенных манипуляций, после там смены Ермака, всех остальных, вот они. Ну и 50%, половина считает, что этого всего не подпишут, о чем сегодня пишет пресса, о чем сегодня сообщили. Будет дальше война. А у меня сразу вопрос встречный. Я я не представитель, конечно, этой этнической группы. Вопросом на вопрос. А ради чего война дальше? Смотрите, давайте исходить из того, что никакого перемирия, ни на какое перемирие Россия не пойдет. Путин это неоднократно говорил. Либо окончательный договор, вот, договор, который мирный договор, вот, либо же продолжаем боевые действия. Перемирие – это не то, на что пойдет Путин. Поэтому говорить о том, что сейчас проведем выборы, вот, а потом после выборов, уже после некоторого перемирия там, проведем подписание договора, это не, сразу же скажу, что это абсолютно нереальный вариант. Точно так же, как я, например, не представляю, чтобы Путин сел за стол переговоров с Зеленским. Молния, молния. Как это? Ахтунг, ахтунг, кричали все громкоговорители. Значит, Financial Times. Украина отвергает план США и России. Чиновники в Киеве заявили, что он полностью соответствует максималистским требованиям Кремля, и без изменений он не будет реализован в Украине. Ну и свежее заявление Зеленского: только Трамп и США имеют силу, чтобы наконец закончить войну, а Турция готовит площадку. Да. То есть на самом деле Зеленский выбрал войну. Вот. Я хотел бы, чтобы в этой ситуации было понятно, что если еще в самом начале войны можно было обвинять только Путина в агрессии, в убийствах, смертях людей и так далее, то после того, как Зеленский выбрал войну, он несет точно такую же ответственность за каждую смерть, за каждого убитого, за каждого покалеченного и так далее. То есть вот, абсолютно. Да, значит, переходим к вашим вопросам, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что пишете, что их оставляете. Давайте к вопросам О, господи, это мне просто попалась новость о том, что китайский ПЗРК нашли, сфотографировали на вооружении у ВСУ, представляете? Все, зрада. Китайцы предали россиян, у ВСУ теперь китайские ПЗРК. Это так, я пролистнул, когда пытался найти закрытый клуб зрителей Шелеста. Значит, вот такие у нас вопросы для вас отсюда. Константин Петрович, здравствуйте. Вы заметил, что украинцы всегда говорят на Львовщине, на Черниговщине, на Сумщине, на Тернопольщине и даже на Туреччине и так далее. Вопрос: откуда взялось это принципиальное в Украине?
В начале 90-х, нет, кстати, в Туреччине говорят, не на Туреччине, в Туреччине. Вот, в начале 90-х годов, появилась тенденция, что вот задались филологи вопросом, почему постоянно говорят в России, в Казахстане, в Великобритании, там, во Франции и так далее. А вот относительно Украины говорят на Украине. Вот. Есть только один такой аналог, наверное, на Кубе. Так, вот еще говорят. Вот. И начали тогда такую теорию так продвигать, что вот, русские, вот, они настолько были предвзято относились к Украине, что они ее не считали какой-то там территорией, которая имеет право на свою государственность, поэтому так относились как бы к какому-то второсортному народу, и вот даже говорили на Украине. Но хотя на самом деле, понятное дело, что это очень сложная трансформация. В XIX веке самые заядлые украинофилы говорили на Украине. На протяжении всего XX века все говорили на Украине. Я вырос именно на том, что в классике, все фактически классики украинской литературы писали на Украине. К этому все привыкли, начиная с 90-х годов начал внедряться новый штамп. Вот, в Украине. Между прочим, Российская академия наук, вот, она пошла по пути именно такого компромисса. Вот, когда задали вопрос, был запрос именно направленный в Российскую академию наук, где-то, если не ошибаюсь, в году 2007-2008 во времена Ющенко. Вот, направили этот запрос, там сказали, что и та, и другая форма, в принципе, применима. Так что хотите, говорите в Украине, хотите, говорите на Украине. Где-то у меня даже есть в архиве это именно разъяснение Российской академии наук. Но в Украине вот начали именно употреблять повсюду термин в Украине для того, чтобы продемонстрировать, что мы тоже как бы... Ну, в общем, тоже как в Москве, да, я понял. Ну, вообще, да, действительно, вот в, на, это как у Зеленского спрашивают, в Украине есть коррупция, или на Украине есть коррупция, не на, а в, вот, ответ звучит от него, шутят по-разному, скажем так, над этой ситуацией. Игорь, Александр, здравствуйте, вопрос к Константину Петровичу. Дмитрук говорит, что власть должна перейти парламенту, где необходимо сформировать коалицию мира. Он делает заявление потому, что сам является депутатом, или это действительно реальный шаг? Дмитрук находится сейчас в Великобритании, находится там, ждет суда, это длительная процедура. Вот, я обеими руками за такую реформу, обеими руками поддерживаю, но я пока что не представляю, кто может составить эту коалицию мира в Верховной Раде. Как Учитывая... Марьяна Безуглая. Нет, разве что там слуги народа побегут быстро перекрашиваться, как в свое время члены партии регионов перекрасились в 2014 году. Помните этот процесс, когда все начали там дружно становиться великими сторонниками Майдана, члены партии регионов. Можно вот такой вопрос? Вот меня мучает, кстати, последнее время, после вот этих всех, особенно, ну, там всяких кривотолков или каких-то, ну, вариаций на тему мирных переговоров. Меня вот лично мучает. Мы почему-то вот решили, и, наверное, где-то так оно и есть, это стереотипное мышление, что условно, если выйдет Путин завтра и скажет, так, заканчиваем войну вот здесь, вот так, а может даже уходим откуда-то, например, то россияне все такие скажут, ну все, хорошо. И смирятся с этим. Солдатики побросают, возьмут шинель, пойдут домой, побросают ружья, в общем, нормально все. И примут вот это решение. Ну почему? Ну потому что Путин сказал, да? А почему не получится? Вот я тоже, кстати, рассуждал над этим вариантом, долго думал. Вот выходит Зеленский, приезжает в Стамбул к Эрдогану, он даже к Путину не может не приезжать, и к Трампу. Они там удаленно раз-раз подписали, друг другу передали, все, войну прекратили, и никто внутри Украины особо и не пикнет, а тот, кто пикнет, к тому придет малюк. Ну, почему вам не вариант? Может, вообще, мне кажется, все просто заткнутся, и никто даже и роты открывать не будет, если все поймут, что эти решения возьмут и подпишут, и все примут, ну, в каком-то виде.
Раз именно, понимаете, на самом деле система управляемость, скажем так, России вот, и сохранение именно системы государственного управления в России на порядок выше, чем в Украине. Да, сейчас многое базируется даже не на страхе перед Малюком, а на законах военного времени. В Украине военное положение. Завтра отменят военное положение, вступит в силу Конституция в полном объеме. Малюк может приходить сколько угодно. После Так этого. он Можно есть... бить в морду. Можно бить в морду даже Малюка после этого. А не только его сипак. Значит, Константин Петрович, Андрей, в конце 2021 года Зеленский высказывал идею размещения американских ПРО в Харьковской области. У нас в России говорят, что это планировалось сделать за пределами досягаемости средств ПВО Москвы. Насколько у нас тут об этом говорят правду? Если правда, то зачем это надо было Украине? Вы знаете, что на самом деле пугать Россию американскими ПРО начали задолго до Зеленского. Вы знаете, что когда в 2011-2012 годах на Украину давили вот, с тем, чтобы она подписывала таможенный союз или же подписывала соглашение о вхождении в Евразес, вот, тогда Янукович, например, в 2011 году обещал поставить систему ПРО в Луганской области. Сейчас об этом многие забыли. Да. Очень многие забыли. Я очень хорошо помню, когда ко мне обращались и говорили там люди из администрации, что вот надо подготовить тут определенный текст вот, для определенных российских средств массовой информации, где вот припугнуть их, а то они слишком оборзели. Это во времена Януковича было. Так, значит, вот такой еще вопрос из клуба зрителей. Добрый вечер. Возможно ли ситуация, что сейчас оппозиция будет играть против Зеленского и ЕС, но в сторону США, и тем самым России, то есть это уже не пророссийская сторона, но проамериканская и партнеров, если вдруг Трамп и Путин хоть как-то договорятся? Я здесь добавлю, вы упоминали интервью Буданова, говорит, только Трамп. Сейчас-то Зеленский повторил, но это первый Буданов сказал, только Трамп. Но Да, это но тоже, дело в том, что, это тоже извините, ложится в эту тему. Подождите, если только Трамп, можно выйти украинцам и сказать, Трамп сказал, будет вот так. Все, мы подчинились. да, это можно, но дело в том, а есть ли в Украине оппозиция? Фронта, антиермаковская фронта есть, но нет оппозиции, вот в чем проблема. Порошенко, извините, это тоже не оппозиция. Он с Зеленским одного поля ягоды. Они на одних идеологических платформах стоят, просто власть не могут поделить. Вот. Кто еще оппозиция? Вот. Те, кто себя называли оппозиционным блоком за жизнь, которые там голосуют сейчас за каждый чих, который прозвучит. Вот. Что скажут с офиса президента, они, чтобы не повторить судьбу Шуфрича, все дружно поднимают лапки. Вот. А есть оппозиция? В Украине нет оппозиции, вот в чем проблема. Вот. Но она должна быть, эта оппозиция. А фронта, да, часть фронта действительно может занять такую протрамповскую позицию. Сказать, да, мы вот именно ориентированы на Трампа. Переходим в сообщество YouTube. Здесь тоже есть вопросы. Их очень много. Все не войдут, друзья. Но я всех отсылаю к каналу Константина Петровича. У него с определенной периодичностью есть рубрика ответов на вопросы. Поэтому, ну, в общем... Кстати, завтра будет следующая порция ответов на вопросы. Вот, поэтому спасибо большое за то, что интересуетесь и вот пишете. В любом случае, попал вопрос, не попал в программу, тем не менее. Скажите, пожалуйста, Люся, извините, что так иногда некорректно, возможно, я объяснял уже, у меня все имена через собачку, такие настройки не могу нормально включить, поэтому вот так. Люся, значит, скажите, пожалуйста, а вдруг от Зеленского... Люся, которая Люся, или Люся, которая Алексей? Не, Люся, которая 1707. Да, значит... Скажите, пожалуйста, от Зеленского пошли разговоры о мире. А не кажется ли вам, что пошла речь просто о его личной безопасности, и он может вообще не вернуться в Украину? Нет, я думаю, что он вернется в Украину, хотя не с нашим-то счастьем, значит, это самое вот, что называется так. Вот, что касается как раз его личной безопасности, да, действительно, после того, как он отверг сегодня американский план, я думаю, что обнародование очень секретных пленок там, станет уже
состояние, ну, станет уже вопросом ближайших дней. Лариса, добрый вечер, Саша, Константин. Очень люблю смотреть ваши эфиры, но так как я с Чернигова и света нету по 8 часов, не всегда есть интернет. Вопрос вам задам. Не кажется ли вам, что то, что что-то сейчас происходит, это очередной сценарий 95-го квартала для транзита власти с Зеленского на Залужного? Все молчали 4 года, воровали, а тут резко коррупция, Миндич. Это возможность уйти Зеленскому. И хорошо спросить, что думаете о чипах ТЦК? Нужна ли нужная ли вещь сейчас и что это изменит? Чипы ТЦК. Я, честно говоря, не совсем в теме. А вот что касается 95-го квартала и розыгрыша, вы знаете, Залужный всегда на протяжении длительного времени, уже на протяжении 2 лет, можно сказать, был запасным вариантом с точки зрения Зеленского. Это дублер Зеленского. Это не оппонент Зеленского. Это человек, который находится в тени Зеленского. Если Зеленский вдруг решит, что он не будет больше баллотироваться, что ему лучше жить где-то там на каких-то островах и провести там остаток жизни, тут уже вопрос, на каких там, на Гавайских, на Британских островах или но сам факт, это факт состоит в том, что Залужный – это тень Зеленского, это дублер Зеленского. Вот. Поэтому заменить Залужного на Зеленского – это вопрос технологии. Или Зеленского, имеется в виду, Залужного вместо Зеленского. Да, по поводу чипов ТЦК. Значит, распространили видео, что в эфире на телеканале Киев-24 спикер военный говорит о том, что надо уже и собакам чипы придумали, да, вшивать в ухо там, чтобы их контролировать. Надо, значит, и бусифицированным, мобилизованным тоже новобранцам чипы, чтобы их легко находить из СЗЧ. Но потом информацию перепроверили, это оказался фейк. Человека просто заменили, вставили другого. Вообще Азовец давал в это время интервью. Ну вот как бы фейк, но на который очень кажется, знаете, не безрассудным. Именно поэтому он прошел мимо меня. Ну, абсолютно. Многие так как бы ужаснулись и увидели в этом логику. Значит, Денис, добрый вечер. Сумы, Днепр, Харьков и другие города Восточной Украины по 10 часов без света каждый день. Западная сторона без графика. Вопрос, идет намеренное разделение по этой сфере? Спасибо. Я думаю, что не намеренное, в зависимости от технических возможностей того или иного региона. Пока что, думаю, о намеренности речь не идет. Но, знаете, я думаю, что рано или поздно эта технология может сработать и в политическом плане. Безусловно. Да. Ну, я могу сказать Денису только, что ждут, когда заработает Запорожская атомная электростанция, наверное, в полной мере. Потому что, опять-таки, все выбивается, ну и будет обеспечено уже, как говорится, с этого берега. Это же как бы единственная атомная электростанция на вот этом берегу. Ну, то есть на левом берегу Днепра. Добрый вечер, Александр и Константин Петрович. Вопрос профессиональному историку. Лет 15 назад полки книжных в России были заполнены работами Носовского и Фоменко. Сейчас их популярность прошла, но появляются все различные интернет-историки вроде некоего председателя СНТ, которые продолжают дело альтернативной истории, исторической конспирологии и прочее. Чем вы объясните популярность маргинальной историографии и что посоветуете людям, увлекающимися ей? Спасибо, Владимир. На самом деле, сколько бы мы ни говорили о том, что вот эта альтернативная история – это всего-навсего маркетинговый ход, что это всего-навсего попытки там, запудрить мозги. Но, знаете, никогда не надо вступать в споры и доказывать там, сторонникам плоской земли, сторонникам там, теории о том, что Иван Грозный, Александр Македонский, Юлий Цезарь – это одно и то же лицо, вот, и Сталин еще, там, что это одно и то же лицо, что там Скаллингерова хронология, она не является правильной и прочее. Вот. И эти все, они будут это отрицать, причем с пеной у рта. Вот.
Дайте людям возможность насладиться своими заблуждениями. Что касается подобного рода вот, Носовскими, Фоменко и прочими там псевдоисториками, вот, они являются элементом определенной моды. Вот. Приходит мода, люди читают, говорят, ух ты, оказывается, и так можно было бы рассуждать об истории. Потом 95% тех, кто прочитали, потом, ну, кто-то покрутит пальцем у виска, кто-то просто посмеется, похихикает и прочее. А остальные, там вот 5%, останутся рьяными адептами до конца жизни в большинстве своем. Вот. Ну, это уже психология, это уже не к историкам. Вот. Так что серьезные историки, понятное дело, не обращают внимания на подобного рода вещи. Игорь спрашивает, дружба народов мира – это утопия? Утопия. Утопия, да, потому что на самом деле, как вражда народов, так и дружба народов – это сезонные веяния с точки зрения истории. Люди начинают воевать, люди мирятся, люди живут в дружбе, но все это временное явление. Ну, в СССР же была дружба народов. Да, но это было на протяжении 3 поколений, извините. Потом развалили СССР, началась вражда народов. Ну да. Вообще, помните, этот был известный, знаменитый анекдот, вот еще в советские времена, когда маленький азербайджанец в Баку спрашивал своего отца: папа, что такое дружба народов? Он говорит: о, сынок, дружба народов – это когда все вместе, азербайджанцы, русские, украинцы, казахи, узбеки, таджики, туркмены, собираются и идут бить армян. Ну да. Значит, полковник Полей спрашивает. Здравствуйте. Вопрос Константину Петровичу. Представьте, что вы глава страны, соизмеримой по размерам и природным богатствам с Россией. Представьте, что недружественный военный блок, члены которого неоднократно заявляли о необходимости борьбы с вашей страной, пытается включить в свой состав государства непосредственно рядом с вами, с последующим размещением на его территории вооружения, безусловно, ставящего под сомнение безопасность вашей страны. На все ваши предложения о переговорах по взаимной безопасности блок не реагирует. Ваши действия. Только не отвечайте, что вы бы не допустили подобной конфронтации. Нет, я бы эту конфронтацию немножко по-другому бы обустроил. Я бы не стал бы тянуть резину, я бы не стал бы там вести бессмысленные переговоры, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, тем более вот эти вот опереточно-постановочные вот эти действия с созданием так называемой пятой колонны в Украине, которые привели только к тому, что некоторые люди набивали себе карман. Вот. Я могу очень долго об этом говорить, чтобы я предпринимал, но, наверное, действовал бы более решительно, вот, и намного более ранее. Примерно с 2014 года. Здравствуйте. В разделе подозрения создания преступной организации сказано, что Миндич, имея дружеские отношения с Зеленским, оказывал влияние на министра Галущенко, Умерова с целью обогащения. Константин, как вы считаете, могли ли министры без ведома Зеленского выполнять указания и распоряжения какого-то Миндича? Мог ли Миндич использовать Зеленского в темную? Да, и учтите, что Миндич окончил 9 классов и не знал таблицу умножения. На 5 и на 6 умножал на телефоне. Спасибо. Знаете, я знаю очень многих тех, кто имеет высшее образование и умножают на телефоне или не умеют там слагать цифры. Но это такое дело. То есть высшее образование в данной ситуации не является критерием. Вот. Миндич точно не мог действовать без согласования с Зеленским. Миндич не мог назначать своих министров, а он назначал своих министров, кабинет министров. Вот у него были свои люди, которых он туда назначил, и так далее. Поэтому я считаю, что на самом деле вот попытки отбелить Зеленского, да, он ничего не знал. Помните, у Галустяна было это, не у Галустяна, это у Мартиросяна было это, Рафик не виновен, да? Не виноват. Вот приблизительно так пытаются отбелить сегодня Зеленского. Поэтому я считаю, что Зеленский знал все. Зеленский был не только в теме, но и в доле. Вот. И сейчас просто пытаются таким образом, ну вот Зеленского же там нету на пленке, пока что нету, это главное.
А возвращаясь к предыдущему вопросу, знаете, вот я бы вот на месте того президента, там, на которого меня пытались там поставить, вот, воевал бы не с той стороны, наносил бы удар не по той стране. Да. Да. Значит, найдут ли голоса в парламенте, чтобы изменить Конституцию в вопросах НАТО, если Россия будет требовать это сделать? Александр. Ну, смотрите, Порошенко внес вопрос евроинтеграции, евроатлантической интеграции в преамбулу Конституции. Вот. Начиная с начала 2019 года Порошенко для укрепления своих предвыборных позиций продавил этот вопрос, внесли в Конституцию. Теперь необходимо, чтобы, во-первых, либо на 2 сессиях был проголосован вопрос относительно исключения этих пунктов. То есть сначала там более чем половина голосов, на втором голосовании 2/3 голосов. Только после этого можно исключить. Это процесс, который растянется на год. Либо же необходимо, чтобы был запущен Конституционный суд, чтобы Конституционный суд начал работать на полную. Конституционный суд принял решение о том, что это решение, которое было принято Верховной Радой, неконституционно. Вот. Только в таком случае можно будет исключить этот пункт из Конституции. Либо же третий вариант – принять новую Конституцию. Так, значит, следующий вопрос. Здравствуйте, Мирослав пишет. Власти говорят, что число СЗЧ кратно увеличилось. Могут ли под видом СЗЧ замаскировать погибших и пропавших без вести? Спасибо. Могут. И такое тоже существует. Это тоже практика, к сожалению. Да, тут кто-то ворвался к нам в эфир. Спасибо большое за то, что ворвались. Так. Да, ну какую-то историю. Не помню, что на прошлом стриме то ли вы, то ли Арестович говорил, что ваш девиз «дам взад за донат» — это так. Господи. Слушайте, нет, ну конечно, какой-то смешной товарищ. Добра вам и света я дам. Поделюсь лучами добра. Хотя, конечно, это тоже прекрасно, да, вот когда человек хочет вот так вклиниться в разговор. Это означает, что ему хочется, так сказать, тоже кусочек эфирного времени. Спасибо, значит, за эту бессмыслицу. Потому что никто так не говорил на самом деле. Ну, ни обо мне, ни я, ни никто, ни Арестович, никто и вообще никак. Все говорят, значит, по-разному. Вот, Константин Петрович, Аристотелю было 3 хороших и 3 плохих формы правления. Вам не кажется, что Украина сейчас отражают сразу 3 из 6? Да. Кстати, этот же вопрос мне задали и вчера, когда речь шла, то есть не вчера, а на прошлой неделе, когда мне прислали вопросы, на которые я буду завтра отвечать. Так что я так понимаю, что наш слушатель, зритель, точнее, он смотрит и ваши программы, Александр, и задает вопросы. Так что большое спасибо за это. Так что, да, действительно. Давайте, значит, завтра да. подробнее, да. Хорошо. Нет, ну я просто скажу, что да, в Украине вот не все 6, но 3 плохие действительно, вот это тирания, олигархия и демократия, которая стремится к охлократии, да, они существуют. Вот, потому что 3 хорошие, это монархия, аристократия и полития, их сегодня, к сожалению, не наблюдается в Украине. Значит, добрый вечер, дорогие Александр Константин. Чисто для информации, у Александра день рождения как у Виткофа, а у Константина как у Бекхэма. Боже, даже как у Бекхэма. Вот про это я не знал. Знаю, что с Фирташем мы в один день, с Дмитрием Васильевичем. Будем знать. Вот вас трое. Фирташ, Бондаренко и Бекхэм. А Бекхэм еще и рыцарь теперь недавно. Да. Значит, как писатель писателю, Константин Петрович, подскажите, где
Писалась книга «Украина не Россия». Спасибо. Я, к сожалению, И пишу только на заборах смайлики. в Киеве Николай. писалась книга «Украина не Россия», но писали ее в том числе люди из России. Ну вот, по крайней мере, ну, сейчас некоторые из них живут в Израиле, но это такое дело. Вот, большое количество людей из разных научных институтов приносили материалы, это все компонировалось. Это потом мне уже рассказывали авторы этой книги, те, которые реально писали ее, как это все писалось. Вот, в Конче Заспе это все писалось, так что ни в Так, Москве, ни в Штатах нигде не писалось. Так, э, кстати, почему-то с легкой руки покойного Евгения Кирилловича Марчука многие вот передавали из уст в уста информацию о том, что я вроде бы был причастен. Точно могу вы не опровергнуть. причастен? Я к этому не имел причастности. Так, значит, в чате трансляции понесет ли кто-то ответственность после войны за разжигание войны, ненависти к России и русским до 14 и 22. Шустер, Гордон и прочие журналисты-эксперты, как вы Не считаете? понесут. Не понесут. Никто ни за что не понесет никакой ответственности. Вот поверьте. Не будет никакого международного трибунала над Путиным. Не будет никакого внутреннего трибунала над поджигателем войны в Украине. Не будет никакого там общественного порицания там, пропагандистам. Ничего не будет. Все попытаются поскорее забыть эту войну, как только она закончится. А, Это правда? Андрей спрашивает, что во Львове заняться больше нечем, как только поднимать вопрос о том, чисто украинские коты говорят не мяу, а няуф. Да, на самом деле Илько Лемко, который поднял этот вопрос, он просто по приколу. Он такой человек, который с юмором. Вот. Он решил фактически покуражиться. Вот. Так что не воспринимайте за чистую монету. Так это приколы такие львовские, юмор Прикол. такой. Считайте, что это юмор. Да? Но на самом деле это... Да. Илько Лемко – это человек с чувством юмора. Так, значит, 170 миллиардов разворуют, как вы думаете? Ну, святое дело. Вот. Если не поставят контролера, то, конечно, ну, просто вместо Миндича придет кто-то другой. Там, так что, ну, если есть большое количество ничейных денег, то запустить руки в эти ничейные деньги в условиях, когда система сохранилась, вот, сохранилась, просто поставят других стрелочников. Так, значить, пользователь скаже, що у Львові немає ненависті до російської мови, це трендеж, и задает вопрос, возможно ли Третья мировая не ядерная, как вы думаете? Тогда не будет смысла в этой Третьей мировой, понимаете? Тут же как раз именно многим щекочет нервы сам факт использования своего ядерного потенциала и показать свое преимущество в этой войне. Третья мировая начнется только тогда, когда будут сформированы военно-политические блоки. Один военно-политический блок НАТО существует, ему противостоят отдельные государства, которые не сформированы в отдельный блок. Ну, блок АДКБ – это смешно, скажем так. Вот что касается вот большого блока, в который бы вошли там, Китай, там, Иран и другие, вот, но это очень-очень отдаленная перспектива. Поэтому сегодня Третьей мировой речь не идет. Так, Светлана, может, надо воевать против мздоимцев и олигархов за социальную страну, а не против русских? Задает вам такой вопрос. Это очень красивый лозунг, но вопрос, а кто будет воевать против мздоимцев и олигархов, которые, в принципе, срослись на сегодняшний день с государством. Но еще один момент. Государство воюет против олигархов. Государство воюет против тех, которые вчера еще наполняли бюджет и, главное, были фактически иммунной системой украинской экономики. Олигархи не пускали американцев, олигархи не пускали русских на украинский рынок, потому что им самим надо было. Они защищали свои интересы. Когда пришел Зеленский во главе с партией компрадоров, вот, он в первую очередь уничтожил эту иммунную систему, открыв двери для американцев, там, вот, пожалуйста, вам недра, для британцев, вот, пожалуйста, столетний договор и прочее. Вот, поэтому воевать надо не с олигархами,
А воевать надо с компрадорами во власти, главное. А второй момент – это то, что касается социального государства. Извините, но я очень хорошо помню, как в 2013 году, в апреле 2013 года, новый король Нидерландов Вильям Александр выступил с речью, в которой он сказал: все, на сегодняшний день социальное государство умерло. Нету никакого социального государства. И с этого момента в Европе начали говорить о том, что все, мы отходим от концепции социального государства потихоньку, нет до жиру. В Европе, кажется, осталось одно единственное социальное государство, это Беларусь, но оно многим почему-то не нравится. Хотя туда зовут. Кстати, такую новость, я обалдел. Значит, Лукашенко говорит, надо Припять развернуть. Константин Петрович говорит, она же куда течет? Впадает. Ну, понятно, Украина, не Украина. А в Черное море. А надо ее развернуть вспять. Вы знаете, Иосиф Бродский в свое время в своем знаменитом стихотворении «На независимость Украины» он писал «Плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит». Значит, где свободные люди Майдана? Почему этим коррупционерам все позволено? Вообще, конечно, мы с вами не касались, мы прошлую неделю касались вот этой свободные люди. Моральной темы, да, о том, как... Мустафа Найем и прочие лидеры Майдана, слушайте, они просто переросли Майдан, они стали в другой ипостаси, они же сами против себя не будут бороться. Так. Как видите выполнение требований России по денацификации при условии остановки линии соприкосновения? Это вообще возможно? На самом деле денацификация, она же определяется чем? В первую очередь законодательными актами. То есть нужны законодательные нормативные акты. Я, например, идя на денацификацию, если бы я был на месте Зеленского, я бы решил бы вопрос одним росчерком пера. Ликвидации Института национальной памяти. Все. Эта структура не должна давлеть над украинским обществом и говорить, что такое хорошо, что такое плохо, кто для нас герой, кто не герой, и как должны называться улицы или города. А как вы относитесь к вот этому уполномоченному по антисемитизму? Зачем? Я не знаю, в принципе, зачем это. Но в данной ситуации, вы знаете, в обществе на самом деле в последнее время отметили социологи, я общался с несколькими социологами, они отметили рост антисемитских настроений, бытовых антисемитских настроений. Я бы очень не хотел, чтобы Украина пережила те события, которые она уже проходила в 1648, 1768, 1919 году и так далее. В 1941-1942 годах. Я бы очень не хотел, чтобы Украина снова вернулся призрак антисемитизма. Но просто некоторые политики, которые находятся сегодня во власти, некоторые делки, которые находятся во власти, делают все для того, чтобы этот призрак вернулся. Так, приходят новости, что 26 погибших в Тернополе, еще 26 ищут. Слушайте, как интересно. Только мы сообщали, что со ссылкой на украинского чиновника, Украина не поддержит, да, потому что это кремлевский план. Зеленский, украинская сторона поддерживает каждое сильное и справедливое предложение Трампа. Об этом заявил Зеленский, комментируя. Только президент Трамп, и дальше это. Какой-то цирк, правда, ей-богу. Цирк, на самом деле. Но реальную картину мы увидим даже не завтра, а, наверное, через несколько дней. Вечер добрый. Скорее всего, будет позиция Зеленского. Мы поддерживаем, но. Ага. Так вот, два вопроса сразу. Один пользователь пишет, что получается, если отказались, если отказали в этом плане, который сейчас фрагментально публикуют украинцы, то и нет компромата на Зеленского. А другой пользователь, что если отказались, то, понизят возраст мобилизационный, всеобщую мобилизацию. Пойдут ли на это? У Зеленского и так, если верить Железняку, депутату, на 40% ввалился рейтинг. Я думаю, что если он понизит призывной возраст, то у него рейтинг обвалится на оставшиеся 20. А он очень дорожит своим рейтингом.
Добрый вечер. Почему, кстати, почему Кличко на прошлой неделе сказал, я поддерживаю инициативу о том, что надо снизить призывной возраст? Потому что он таким образом посылает сигнал Западу, в первую очередь кто? Германия, Франция, Великобритания требуют снизить призывной возраст. Вот. И он посылает сигнал, я буду тем, кто снизит призывной возраст. Поставьте меня на место Зеленского. Юля спрашивает, добрый вечер, Усик закончил карьеру, как вы думаете, британцы готовят его в президенты Украины? Ну, я не думаю, что Усика. Вот, я надеюсь, что Усику хватит ума не идти в политику. И там не британцы, там далеко не британцы за ним стоят, там местные. Местные недоолигархи платят ему хорошие зарплаты. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем прямом эфире. Благодарю всех за вашу активность, за ваши лайки, за ваше мнение и то, что вы высказываете в комментариях. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Берегите себя, разворачиваются события очень и очень динамично. Следим за всей ситуацией. Добра.